Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами размножим фиалки. Фиалки – это не совсем правильное название. Называют эти цветы еще узамбарские фиалки, по названию гор, откуда они родом. А родом они из Кении и из Танзании. Считается, что эти растения не любят переувлажнения. Но это немного странно, потому что они растут по берегам рек и около водопадов, где постоянно в воздухе висит водяная пыль. Я думаю, многие знают ближайших родственников узамбарской фиалки. Это глоксиния и стрептокарпус. А правильное название фиалки – синполия. Я думаю, это тоже многие знают. Предположим, у вас есть пара цветочков, как у меня эти. Пасвир выручает. Татьяна Михайловна, спасибо за цветы. Вы хотите их размножить. Конечно, надежнее всего, быстрее всего это сделать с помощью розетки листьев при пересадке. Когда вы будете пересаживать, наверняка обнаружите, что в каждом горшке не одна, а несколько розеток листьев. Их можно разделить и рассадить в разные горшки. Но может быть такое, что растение небольшое, или вы у кого-то увидели красивую фиалку, стрептокарпус или глоксинию и хотите тоже себе такой цветок. Что делать? Попросите лист или пол листа. Половинку листа тоже можно посадить и получить целое растение. Вы с разрешения хозяев оторвали несколько листочков с нескольких растений. Даете срезу немножко подсохнуть, буквально несколько часов. Не надо там оставлять на сутки, на двое, на трое. Лист может просто засохнуть. А после этого ставите их в емкость с водой и ждете, пока не образуются корешки. Ждать придется недели 2-3, а то и месяц. Можно пропустить этот этап и сразу переходить к следующему. То есть сразу посадить листочки в грунт. Но сначала мы подготовим плошки. Как я уже говорила, пластиковые горшки обычно продаются без отверстий, поэтому придется их сделать. Нагреваем какой-нибудь предмет металлический, например, шило. Не делайте это, например, сверлом, ножом, или даже не нагретым шилом, потому что горшок просто расколется. Отверстие сделали, теперь делаем дренаж. Возьмем мелкие камешки и насыпем их на дно каждой плошки. И это обязательно надо сделать. Фиалке нужен хороший дренаж. Теперь насыпем сюда грунт. В качестве грунта можно использовать песок, можно взять сразу почву, можно взять кокосовую стружку. Я возьму кокосовую стружку. Почему кокосовую стружку? Потому что у меня ее полно, она легкая, и в общем это удобный грунт. Теперь насыпем сюда кокосовой стружки. Напоминаю, что продается она в виде брикетов. Этот брикет мы замачиваем в воде, там он рассыпается. И получается вот такая вот стружечка. Насыпали. Плошки мы подготовили, теперь их надо пролить. Но мы же помним, что у нас снизу отверстие. Поэтому нам нужны поддоны. Если вы это делаете на улице или, например, в ванной, можно поставить ванну без всяких поддонов, просто проливать душиком таким легким. Я это делаю перед камерой с поддонами. Проливать надо хорошо. Прям так, чтобы она была такая сырая. Хорошенько проливаем каждую плошку. Кокосовая стружка отлично впитывает влагу. Как проверить, хорошо ли вы полили почву, грунт? Берем палец, опускаем вниз. Если вот там, примерно вот на глубине середины пальца или всего пальца почва сырая, значит почва пролита. Почему это важно? Просто если очень сухая почва или очень сухой песок,
то вода будет какое-то время стоять вот такой вот горкой как бы, потому что сухой грунт плохо впитывает воду. Постепенно он ее впитает, и сверху будет казаться, что почва влажная. Но на самом деле влажный будет буквально верхний слой, там, не знаю, меньше половины сантиметра. А внизу все будет сухое. Поэтому обязательно проверяйте. При поливе грядок и при поливе цветов тоже можно так проверять. Теперь сажаем наши листочки. Просто делаем отверстие пальцем, опускаем туда листочек и прижимаем. Делаем отверстие, опускаем листочек и прижимаем. Делаем отверстие, опускаем, прижимаем. Сажаем прям на всю глубину, вот до самого основания листа. После того, как листики посадили, их обязательно нужно полить. Немножко. Это нужно для того, чтобы почва плотнее прилегала к корням. Но, я повторюсь, вот этот вот момент с посадкой листиков в воду можно пропустить. И сразу листики можно сажать. Они там укоренятся, тоже образуют розетку листьев. В принципе, вот это не обязательно делать. Но считается, что так надежнее. Теперь очень важный момент. Вот мы посадили, и магические 3 дня мы наши растения не трогаем. Но потом мы их поливаем каждый день. Каким образом? Видите эту рюмку? Вот этой рюмки хватит на все 4 растения. И даже будет много. Вот так мы поливаем. То есть буквально вот так, по капле, вот так по капле под самый корешок. Каждый день. Если не польем, лист засохнет. Если перельем, то он сгниет. Поэтому каждый день чуть-чуть под корешок льем, буквально вот капельку воды. Через какое-то время вы получите вот такую розетку листьев. Когда это произойдет, сильно зависит от освещения, от температуры и прочих условий. Может быть, через пару месяцев, такой розетки через пару месяцев не будет, просто будут появляться листики. Может быть, через несколько месяцев уже образуется вот такая вот розетка, а может быть, ждать придется целый год. Важный момент. Фиалка не очень любит, вернее, очень не любит прямых солнечных лучей и яркого света. Она некомфортно себя чувствует даже рядом с лампами дневного света. Ей нужен свет такой, рассеянный. С другой стороны, и в тени она себя тоже некомфортно чувствует. Поэтому лучше выбирать место такое светлое, но чтобы не было яркого, бьющего в глаза света. Если это окно, можно закрыть его полупрозрачной бумагой. А если есть другие растения, можно расположить растения так, чтобы они немножко затеняли фиалку, синполи. Итак, мы сегодня посадили фиалку, листья фиалки, синполии или фиалки узамбарской. Как вам больше нравится? Надеюсь, мое видео кому-нибудь пригодится. Ставьте пальцы вверх или вниз. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!